Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске мы с вами посмотрим на технические параметры яхты Halberd Class 40C и сделаем небольшое сравнение с Maudi 41DS. Обе эти лодки были представлены на Düsseldorf Boat Show 2020. Напомню, что с историей верфи Halberd Class мы познакомились в пятом выпуске. Также по традиции напомню, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп – морской инженер и конструктор. На основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты. Итак, Halberd Class 40C. Материал корпуса GRP плюс изофталевый гель-коат и защитное покрытие на основе винилофира. Теплоизоляция. Палуба, пол в кокпите и платформа для купания из высококачественного тикового дерева, покрытого силиконом. Свинцовый киль на болтах из нержавеющей стали. Центральный кокпит. Одно рулевое колесо, два пера руля. Носовое подруливающее устройство. Задняя подрулька опциональна. Engine Volvo Penta D260. 60 лошадиных сил, 4 цилиндра, 2,2 литра. Дизайнер Герман Фрерс. Цена новой яхты примерно 400 тысяч фунтов стерлингов. Длина корпуса по палубе 40,35 фута. Длина корпуса по КВЛ 38,52 фута. Ширина корпуса максимальная 13,71 фута. Осадка 6,3 фута. Водоизмещение 24 250 фунтов. Площадь парусности 970 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Halberd Class 40C значение фактора энерговооруженности равно 18,6. И это больше, чем у эталона. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 189,41 означает, что лодка довольно легкая для своего размера. Это общая тенденция для современных проектов. Из плюсов – лучшее эксплуатационное качество, из минусов – большая подверженность воздействию плохой погоды и необходимость постоянного внимания к рулевому управлению и настройке парусов. Значение существенно меньше, чем у идеального круизера. Это плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Данный показатель предложен яхтенным проектировщиком Тедом Брауэром. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Halberd Class 40C значение равно 29,36. Это немного меньше, чем у эталона и добавляет плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,83. Это хорошее значение, но больше, чем у эталона круизера. Плюс к условному драйву. Напомню, что данный показатель внедрен Яхтенным гоночным союзом США. И было установлено, что лодки со значением риска опрокидывания более 2 единиц не должны принимать участие в океанских гонках. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,33 означает, что балласт имеет менее значимую роль и в данном случае отдано предпочтение остойчивости формы. Это плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса.
Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Halber Class 40C значение равно 2,94. Это значит, что корпус значительно шире эталона. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности из расчета 2,3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 8,32, что значительно выше, чем у идеального круизера, плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Halber Class 40C значение равно 1,11. Это больше, чем у эталона. И это плюс к условному драйву. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 1 249 421,36 фунта на фут в квадрате соответствует значению идеального круизера, плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У неустойчивых судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. Для Halber Class 40C период равен 3,31, что хуже эталонного значения. Добавим плюс к условному драйву. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 0,79 говорит о том, что лодка остойчивая. Значение меньше, чем у эталона, плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Halber Class 40C значение ускорения бортовой качки равно 0,1 G. Значение находится на пределе допустимых значений, но не превышает допустимой величины. Подведем итог по Halber Class 40C. Рейтинг по набранным баллам 8,52. Шкала Comfort Drive говорит нам о том, что лодка весьма динамичная. Лодка легкая и широкая. Значение риска опрокидывания хорошее. Лодка остойчивая. Период бортовой качки хуже, чем у эталона. Ускорение бортовой качки в норме, и оно совпадает со значением у Melody 41DS. Производитель однозначно позиционирует лодку как Owner Yacht. Итак, сделаем небольшое сравнение Melody 41DS и Halber Class 40C. И начнем мы сразу с сигнатурных ключей. Как это работает, я рассказывал в 3-м выпуске. Вкратце лишь скажу, что набор показателей любой модели является числовой характеристикой этой модели, то есть сигнатурой. Мы можем построить график сигнатуры или, проще говоря, графический ключ. Сделать это несложно, необходимо лишь последовательно соединить линии все значения показателей на индикаторах. Так мы получим графический ключ. Итак, слева графический ключ Melody 41DS, справа Halber Class 40C. Совмещаем. Ключи практически совпали. Давайте посмотрим на отличия. Вот эти точки. Это фактор энерговооруженности, который зависит главным образом от площади парусности. Площадь парусности – величина переменная, и гипотетически эти точки могут совпасть. Точно то же самое можно сказать и о факторе скорости. Если посмотреть на конфигурацию ключей в целом, а нас в первую очередь интересует область расчетных показателей, то мы увидим, что ключи практически идентичны. Если бы я не знал, что это разные производители, то сказал бы, что это серия. Очевидно, так выглядит сегодня современная тенденция яхтостроения.
Как вы уже поняли, расчетные показатели обеих лодок не сильно отличаются друг от друга. Тем не менее, давайте пробежимся по индикаторам. Фактор энерговооруженности. У Халберга значение явно выше – 18,6 против 16,63 у Моуди. Фактор водоизмещения. Напомню, что этот фактор показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. При примерно одинаковой длине Халберг на 600 кг легче. Фактор комфортности. У Халберга чуть похуже – 29,36 против 31,14 у Моуди. Риск опрокидывания. Для обеих лодок идентичен и равен 1,83. Фактор балласта. В обеих случаях предпочтение отдано остойчивости формы. Но у Халберга вес киля имеет большую роль, чем у Моуди. Стройность корпуса. Моуди чуть-чуть покороче и пошире Халберга. Отсюда соответственно значение. У Халберга 2,94, а Моуди 2,83. Проектная скорость корпуса. У Халберга чуть выше 8,32 против 8,22 у Моуди, так как он чуть-чуть длиннее. Фактор скорости. Халберг 1,11, Моуди 1,7. Это большая разница, как вы видите на индикаторе. Момент инерции практически одинаковый. У Халберга чуть-чуть меньше. Период бортовой качки у Моуди выглядит получше – 3,43 секунды против 3,31 секунды. Но разница незначительна. Показатель остойчивости 0,79 у Халберга и 0,81 у Моуди. Разница незначительна. Обе лодки остойчивые. Ускорение бортовой качки идентично у обеих лодок и равно 1/10. Значение не критическое, но находится в зоне нежелательных значений для круизеров. Итак, мы видим, что обе лодки по техническим параметрам практически близнецы-братья. Но по набранным баллам Халберг Красси 40C занимает 9 место в рейтинге «Идеальный круизер», потеснив Garcia Exploration 45 и Moudi 41DS. Итак, на первой странице рейтинга. Первое место Халберг Красси 42F Mark II. Второе место Island Packet 40. Третье место Trintella 4. Четвертое место Sirius 40 DS Twin Kill. Пятое место Cherubini 44 Ketch. Шестое место Nauticat 40. Седьмое место Trintella 57A. Восьмое место шхуна Cherubini 48. Девятое место Халберг Красси 40C. Десятое место Garcia Exploration 45. На второй странице 11 место Moudi Dexalon 41. 12 место Bavaria 42. 13 место Trintella 5. 14 место CNC 35 Mark I. Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не является показателем того, насколько лодка хорошая или не очень хорошая. Данный рейтинг показывает лишь, насколько близко та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера. Друзья, для тех, кому срочно нужна информация по одной или нескольким лодкам и нет возможности ждать интересующего вас выпуска, я предлагаю воспользоваться сервисом Patreon. Ссылка под видео. Вы становитесь патроном и в зависимости от ваших потребностей можете получить отчет по 1, 3 или 6 лодкам в месяц. Если это разовая потребность, то вы можете стать патроном на 1 месяц. Отчет будет оформлен в виде страницы, которую вы сейчас видите на экране, и по вашему желанию будет отправлен на ваш e-mail, либо выложен в виде минутного видео. E-mail моего канала perfectcruiser@list.ru. Если вы хотите просто поддержать мой канал, то это также можно сделать через Patreon. Благодарю зрителя Larry Bowles за предложение рассказать о Moudi Dexalon 41 и Halberd Crassi 40C и сделать сравнение этих лодок.
Следующий выпуск также будет подготовлен по предложению зрителей канала. Не пропустите. И не забудьте подписаться. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.